Так, проверяющий, ты на месте? Я не о тебе. О тебе мы уже много рассказывали. Ты хороший мальчик, но ты очень часто мешаешь. Поэтому уходи и не мешай. Молодец. Все. Ничего. Добрый день, друзья. Вот про эту орхидею мы с вами просто забыли. Первый раз я вам ее показала 21 октября. Это была уценка, была с сухими корнями. Ну, мы тоже экспериментально ее поставили наращивать корни. И как-то о ней забыли. За это время посмотрите, какой длинный корень у нее вырос. И это тоже был хороший корень, я его сломала. Бывает такое. Растут корни от шеи, растут корни в горшке. Пора ее пересаживать. Давно пора ее пересаживать. И в этом видео я расскажу немножко больше, почему и как сажаю в горшок, и для чего я это делаю. Поэтому разбираем с вами орхидею. Здесь не так важен разбор и корни. Будет важно, как я помещаю орхидею в горшок. Внизу, вот здесь, корни закручивались и закручивались. Я нажимаю пальчиками для того, чтобы не поранить корни после того, как начну их вытаскивать. Потому что очень часто здесь корешки прирастают. И видите, они там срастаются, прирастают, чтобы не оторвать эти корни. Разрезать горшок не хочется. Хороший горшочек может еще пригодиться. Вот так, немножко потянула, опять надавила. Ну и вот таким образом. Все очень хорошо. Весь грунт очень хорошо отделился. Торфяной стакан. Как же без него? Вот он, весь этот торфяной стакан. Он не помешал росту корней. Я вчера поливала орхидею для того, чтобы вам сегодня это показать. Поэтому и грунт влажный, в нем легче достать орхидею из горшка. И торфяной стакан влажный. Прям специально поливала. Когда торфяной стакан влажный, очень легко он отделяется от корней. Да, вот есть пропавшие корни именно в торфяном стакане. Но это не помешало орхидее нарастить остальные корни. Поэтому я не считаю, что торфяной стакан – это прямо самое главное зло. Торфяной стакан может являться злом только тогда, когда вы с торфяным стаканом, вот с этим вместе торфяным стаканом, замачиваете орхидею очень глубоко. Тогда торфяной стакан является основным фактором загнивания шеи, потому что здесь все время влага, и он очень долго просыхает. А когда мы с вами поливаем по краю горшка, то торфяной стакан вот именно в этом месте чаще всего оказывается сухим, и гниение шеи не происходит. Вот только в этом случае торфяной стакан зло. А в остальных случаях, когда мы поливаем по краю горшка и не напитываем этот торфяной стакан водой, он таким злом не является. Посмотрите, орхидея прекрасно нарастила корни и с этим торфяным стаканом. Убираем все сухие корешки. Здесь-то и убирать сильно нечего. Только вот такие маленькие сухие кончики. Не дорезают до живого, поэтому обрабатывать корни ни перекисью, ни корицей ничем не буду.
Вот эти корни, которые были в торфяном стакане, их вообще можно убрать. Они уже не понадобятся орхидее. Посмотрите, сколько орхидея нарастила корней. И эти корни, они все равно очень быстро сгниют. При любой посадке. Поэтому вот эти корешки, которые были в торфяном стакане, я тоже спокойно обрезаю. Смотрите, какое количество корней, которые будут питать нашу орхидею. А теперь я орхидею просто промою под проточной водой. И покажу вам следующую посадку. Но как промываю я корни под водой, я оставлю ссылочку. Проходите, смотрите по моей подсказке. Она будет в правом верхнем углу. Вот так промыта орхидея. Если на стволике остались какие-то старые чешуйки от листиков, конечно, их нужно обязательно убрать. Если там маленькие частички торфяного стакана или какого-то другого грунта, это мы обязательно все убираем. Потому что это все может способствовать загниванию шеи. Аккуратно пинцетом со всех сторон рассматриваю. И все это не нужно убирать. Вот здесь есть кусочек черного корня. Но дальше корень длинный и здоровый. Поэтому такой корень я оставляю. Даже вот это ничего не буду убирать. Пусть так и остается. Если остались какие-то кусочки коры, к которым корешки очень хорошо приросли, я их тоже не снимаю. От этого корни в посадках у меня не загнивают потом. Корни могут загнить только от чрезмерного полива или от того, что очень долго держится вот эта влага, и корни не просыхают, когда слишком много воды. Обратите внимание, что когда я промывала, я вот эти воздушные корни постаралась тоже все хорошо напитать водой, для того, чтобы их сейчас, не сломав, опустить в горшок. Воздушными останутся только вот эти 3 небольших корня. Горшок чаще всего подбирается, и я стараюсь подобрать по размеру корней. Аккуратно укладываю корни. Стараюсь их не сломать. И для того, чтобы поместить орхидею по центру горшка, немного закручиваю орхидею. Не закручиваю я горшок. Орхидея у меня стоит практически на месте, я ее придерживаю. А горшок закручиваю. Посмотрите, как глубоко садится орхидея в грунт. Вернее, в горшок. И теперь засыпаю грунтом. У этой орхидеи небольшое основание, небольшой стволик, она молоденькая. И вот приблизительно орхидея в горшке, давайте с вами померяем как. Приблизительно ствол орхидеи заканчивается вот здесь. Теперь я ее засыпаю. Использую только чистый керамзит. Не в смысле того, что он чистый, промытый, а в смысле того, что других компонентов я при посадке фаленопсисов не использую, только керамзит. Я засыпаю только корни. Обратите внимание, что
основание орхидеи, оно не засыпано грунтом. Сажала бы я в кору, сажаю я в керамзит, в любом субстрате, сама орхидея должна остаться практически на поверхности грунта. Она не должна торчать из грунта, но и не должна быть заглублена в грунт. Иначе, сейчас я потом уберу, если орхидея вот так будет засыпана грунтом, у нее обязательно начнется какая-нибудь стволовая гниль, потому что грунт может быть и влажным. Если керамзит, он действительно просыхает очень быстро. А если это кора, а если вы обложили орхидею мхом, вот это все способствует гниению. Но я имею в виду, конечно, влажным мхом. Если все время будет даже от супер хорошего мха, будет все время около ствола влага, обязательно что-нибудь начнется. Какая-нибудь или бактериалка, или гниль обязательно начнется. Поэтому я всегда освобождаю шею орхидеи. Еще одна тонкость. Стараюсь новую орхидею посадить на 2-3 сантиметра ниже высоты горшка. Потому что мы с вами всегда знаем, что орхидея, когда растет, она выпускает новые листья, а старые чаще всего засушивает. И корни растит новые. Вот они, 3 корешка, которые у нас остались на поверхности. Потом она будет продолжать от своего ствола растить корни. И когда вот эти листики она отсушит, потому что ей это будет нужно, тогда я еще подсыпаю слой керамзита. И у меня орхидеи в керамзите, да и в любой другой посадке я не стараюсь дольше 3 лет держать орхидею в одной посадке. Потому что корни все равно пропадают какие-то, у них срок жизни не более 3 лет, и нужно убирать эти гнилые корни. Ну а еще иногда бывает, орхидея просто вырастает из горшка. Бывает, так быстро растут орхидеи, растут корни, что буквально через год здесь образуется большая шапка корней, и ее нужно пересаживать. И я вам не просто так показывала, где же у нас основание орхидеи. Оно приблизительно вот здесь. Поэтому я вам всегда и говорю, что я поливаю орхидею, то есть заливаю в горшок воду на 2 пальца ниже грунта. Тогда основание у орхидеи даже при поливе остается сухим, и опять же не происходит никаких загниваний. Если очень хочется побрызгать корни, которые верхние или воздушные, я этого почти никогда не делаю. Делаю только тогда, когда у нас с вами идет эксперимент, там у нас орхидеи всего с 3 корешками, а остальное гнилые корни в горшке. Вот там я могу побрызгать именно эти 3 корня. Это единственные корни, которые питают орхидеи. А вот в посадках я практически никогда не брызгаю корни верхние водой. Вот такие небольшие хитрости при посадке спасают мои орхидеи от стволовых гнилей. Продолжим с вами разговор о поливе и о керамзите. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам придет оповещение о новых видео, вышедших на канале. И до новых встреч, друзья! Увидимся на канале.